В ноябре многие монеты зафиксировали рекордные проценты роста. XRP вырос более чем на 400% за месяц, монета ADA на 250%, TRX более чем на 100%, DOT почти на 200%, а, например, такой токен как HBAR вообще взлетел на 600% вверх. Но я хочу вам сказать, что это только начало, ведь сейчас мы наблюдаем за тем, как доминирование биткоина стремительно падает, а капитализация альтов наоборот растет. И это происходит не только за счет притока капитала из биткоина, а в целом из-за роста объема торговли альтами, как сообщают аналитики CryptoQuant. Также, как вы можете заметить, тот самый индикатор альтсезона впервые за 2 года превысил значение 90, и все больше альтов превосходят доходность биткоина за последние 90 дней. Это говорит о том, что начинается цикл активного роста альткоинов. При этом уже буквально через месяц к власти США придет Трамп, уйдет Гэри Генслер, и на рынке будут созданы идеальные условия для продолжения роста, за счет чего сейчас лучшее время, чтобы накапливать перспективные монеты. А какие именно, я вам расскажу сегодня в ролике. Ведь в этом топе на декабрь мы для вас подготовили лучшие и самые прибыльные криптовалюты, и сегодня в топе вы узнаете, какая монета заменит систему SWIFT, кто станет новым кандидатом на запуск новых ETF в 2025 году, какой токен напрямую поддерживает Дональд Трамп, что за мемкоин стоит накапливать прямо сейчас, а также я вам расскажу о монете, которая запускает первый на рынке стейкинг биткоина с самыми высокими процентами прибыли. Так что готовьте свои портфели и обязательно смотрите до конца. Но чтобы мы сделали для вас вторую часть, в которой будут монеты с низкой капитализацией и потенциалом на 10 иксов, поставьте видео 3000 лайков, ведь поиск таких монет занимает много времени. Ну и в комментариях также напишите, на какую монету сделать отдельный обзор. А с вами Влад, вы на канале Coin22, мы начинаем. Итак, дорогие друзья, начнем мы наш топ с монеты, которую обсуждают на протяжении уже целого месяца. И я, конечно же, имею в виду XRP, который буквально за неделю вырос на 100%. И, кстати, о главных причинах его роста мы первыми сообщали вам в нашем телеграм-канале, где мы всегда публикуем только самые актуальные новости, различные отчеты и разбор важных событий, на которых вы можете зарабатывать вместе с нами. Поэтому, если вы еще не подписаны, рекомендую подписаться прямо сейчас, чтобы оставаться в курсе происходящего на крипторынке. Что касается XRP, то в одном из наших прошлых роликов я сказал, что несмотря на незакрытое судебное дело, XRP имеет все шансы, чтобы стать главной криптовалютой в США. Так вот, XRP уже на 3-м месте, с общей капитализацией более чем 140 миллиардов долларов. А с предстоящим приходом Трампа он действительно может стать главной монетой в США. Ведь я напоминаю, что в январе Генслер покинет пост главы SEC. И как сказала главный юрист фонда Пантера, с уходом Генслера все судебные разбирательства быстро закроют. Правда, компании, скорее всего, придется выплатить штраф. Но я думаю, что 145 миллионов это совсем небольшая плата за возможность полноценно развиваться на американском рынке и заключать партнерство с мировыми компаниями. Так что уход Генслера 100% сыграет на пользу XRP. Плюс к этому 2025 станет годом потенциальных запусков ETF на XRP. На сегодняшний день уже 4 компании, а именно Bitwise, Canary Capital и 21 Shares, подали заявки в SEC на запуск ETF XRP. А последней инвестиционной компанией стала Wisdom 3 на этой неделе, после чего цена и пробила новый максимум. Но также к такому активному росту за последние пару недель привел ажиотаж вокруг стейблкоина Ripple по тикерам RLUSD, благодаря которому компания может выйти на новый уровень и перевернуть глобальную банковскую систему. Ripple активно решает проблемы, с которыми сталкиваются банки при трансграничных платежах. Вчера компания опубликовала пост, в котором называла 6 главных проблем, с которыми сталкиваются банки, включая высокие расходы на переводы, медленную скорость транзакций и ограниченный доступ. Ripple утверждает, что ее платежи могут решить эти проблемы, предоставляя более дешевые, быстрые и надежные транзакции через свою сеть. По сути, Ripple помогает банкам решать сложные проблемы с платежами и делать их быстрее и безопаснее. Это может сделать XRP главной монетой в США, где находятся самые крупные банки мира, а также более продвинутые платежи Ripple могут даже составить уверенную конкуренцию старой системе SWIFT. Таким образом, внедрение в банковскую систему и потенциальный запуск ETF привлечет крупных инвесторов, причем большие кошельки уже всего за 3 недели накопили 670 миллионов монет. И даже несмотря на такой активный рост, XRP это все равно отличная монета для покупки в декабре и в начале 2025 года. Сейчас все думают, что XRP пробил свой пик и выше он не пойдет, но также многие думали, когда он пробил уровень 1 доллар и 20 центов. Вот только тогда вот в этом ролике я вам сказал, что это только начало и обязательно стоит покупать на откате, после чего цена выросла на 170%. На данный момент XRP консолидируется, что является вторым шансом для тех, кто не успел его купить в ноябре. Следовательно, накапливать стоит на откате вот в этих ключевых диапазонах, ведь катализаторов для будущего роста
роста у него очень много, точно так же, как и у следующей монеты, которая выступает главным конкурентом XRP, и речь идет о токене Link. Если вы не понимаете, почему я назвал Link конкурентом XRP, сейчас все подробно расскажу. Как вы знаете из прошлых роликов, Chainlink это проект, который специализируется на быстрых транзакциях и токенизации активов, а также он известен тем, что сотрудничает с многими банками, фондами и даже системой SWIFT, из-за чего на фоне текущего роста XRP, Link также начал набирать популярность как банковская монета. За последнее время Chainlink успел заключить множество партнерств с такими финансовыми гигантами, как UBS, Franklin Templeton, Citibank, Банк Нью-Йорк Миллон и даже с самым большим банком США JP Morgan. А на прошлой неделе Link сообщил о партнерстве с 21X. Это европейская финтех-компания, которая совместно с Chainlink запустит функцию токенизации ценных бумаг на европейском рынке. Но знаете, с кем еще начал работать Chainlink в середине ноября? С World Liberty Financial. А это DeFi-платформа самого Трампа. По факту Link полностью отвечает за работоспособность, за безопасность VLF. А сын Трампа прокомментировал это так. Партнерство с Chainlink – это огромный шаг вперед. Никогда прежде у нас не было такой уверенности в криптовалюте или в будущем технологии DeFi. Из всех имеющихся криптоплатформ Трамп выбрал именно Link. А это в свою очередь открывает большие возможности для дальнейшего масштабирования Chainlink в США. Ведь сейчас все больше фондов стремятся к токенизации активов. Банки интегрируют блокчейн-технологии и в целом все идет к глобальной цифровизации, из-за чего Link выступает явным лидером в этой индустрии. Также, если учитывать тесные связи Трампа и Ларри Финка, то есть высокие шансы, что следующим крупным партнером Link станет именно BlackRock. Тем более Финк очень сильно поддерживает токенизацию. Link уже вырос на 30% за неделю, в то время как активность китов за последние пару дней взлетела на рекордные 1200%, что говорит об активном накоплении Link. Сейчас Link торгуется на максимальных уровнях 2022 года, выше $20. И как мы видим, цена формирует фазу консолидации, поскольку вот этот диапазон оказывает сильное сопротивление. Следовательно, пока цена собирает ликвидность в области поддержки, нам стоит рассмотреть вот эти уровни для покупки, ведь покупая частями на просадке, мы формируем лучшую цену, чем если будем это делать на всю сумму прямо по рынку. Но чтобы просто не ждать, эту просадку можно использовать для заработка, в чем вам, конечно же, поможет наша подписка Coin22 Pro. Ведь, например, в начале недели, когда весь рынок резко упал, все участники Pro заработали от 80% на шорт-сделках по Dogecoin, ведь они получили лучшие точки входа до падения цены. Также мы заработали от 75% на пампе AVAX, от 70% на росте Bitcoin Cash, от 75% на восстановлении SUI и еще на многих других монетах, поскольку рынок продолжает фиксировать активное движение. Также за время этого бычьего цикла, который начался в ноябре, с нами успели заработать много новичков, ведь кроме прибыльных сделок мы предоставляем пошаговое обучение, цель которого предоставить вам полноценную практику, из-за чего уже с первого дня работы вы будете открывать сделки под руководством экспертов. Ну и конечно же мы для вас подберем прибыльный спотовый портфель, чтобы получать пассивный доход. Так что если вы до сих пор ждете подходящего времени, чтобы начать зарабатывать на крипте, оно уже наступило, и упускать этот булран будет большой ошибкой. Поэтому если вы желаете оставаться в плюсе во время текущего цикла на рынке, переходите и напишите нам по ссылке в описании. Далее бы хотел рассказать вам о монете, которая приблизилась к своим локальным максимальным уровням 2021 года, и она готовится стать лидером роста после прихода Трампа, и это Dogecoin. Да, друзья, Доги продолжает оставаться в центре внимания среди всех мемкоинов, ведь давайте не забывать, что вместе с Трампом в январе в Белый дом придет Илон Маск, который недавно напомнил, что он является отцом Доги, имея в виду не только монету, но и его новый департамент. И, например, недавно Доги вырос почти на 10% после того, как сенатор Берни Сандерс поддержал создание департамента Илона Маска. По факту Доги это самый старый мемкоин на рынке, и за все эти годы он успел сформировать базу крупных холдеров, которые поддерживают его рост, что отражается в определенных циклах на графике его цены. Например, индикатор PMO сигнализирует о возможном начале нового бычьего движения. Ранее, когда индикатор становился бычьим и пересекал бычьи диапазоны, мы наблюдали активный памп в 2017 и в 2021 годах. Индикатор движется вверх, в сторону меньшего увеличения, и это похоже на более ранние модели, которые инициировали взрывной рост, указывая на раннюю стадию очередного крупного пампа. Один популярный криптоаналитик из Твиттера отмечает, что у каждого бычьего цикла были длинные фазы консолидации, прежде чем импульс прорыва был подтвержден. Тот факт, что сигналы индикатора совпадали с началом бычьих рынков Dogecoin, достаточно последователен, чтобы показать, что PMO Dogecoin является надежным индикатором тренда для этой монеты. Восходящее колебание индикатора означает всплеск рыночной силы и оживление давления покупателей. Согласно прошлым данным, Dogecoin возможно находится
находится в самом разгаре очередного крупного роста, причем пик этого цикла находится выше уровня $2. Но это, конечно же, максимально оптимистичный прогноз, и даже достижение $1 уже станет большой победой. Также еще один аналитик сообщил, что Dogecoin находится в историческом пампе, отмеченном на графике, в рамках параболического канала, причем текущий рост очень сильно похож на модели 17 и 20 годов. Тогда сигналы индикатора TD на продажу указывали на верхнюю границу канала, где цена ненадолго консолидировалась, а затем продолжала расти. Последний сигнал индикатора указывает на возможную коррекцию перед продолжением роста. Краткосрочные сигналы на продажу все еще показывают, что цена остается в пределах параболического канала, а более широкий восходящий тренд все еще сохраняется. Это совпадает с тем, что коррекция является нормальной паузой в более широком бычьем тренде. Чтобы Доги сохранил фазу роста, нам нужны ключевые уровни поддержки около средней линии канала. Если цена сможет удержаться выше верхней границы, то бычий импульс усилится и цена может пробить новые максимумы. Таким образом, нам следует учитывать вот эти главные диапазоны спроса, которые обеспечат поддержку цены в момент коррекции перед активным ростом. Собственно, именно они и выступают диапазонными покупки. Ведь чем больше Илон Маск будет обсуждать Доги в Твиттере, тем сильнее это будет отражаться на цене монеты. Следующее на очереди у нас идет еще один главный претендент на запуск ETF, точно так же, как XRP, и это Solana. Я думаю, те, кто смотрит наши топы, знают, что очень часто в них мы обсуждаем Solana. И я прекрасно помню, когда с $10 она выросла до 20, тогда многие говорили, что это ее пик, и монета не вырастет. Такие же комментарии были после роста до уровня $50, потом до 100, ну и в конечном счете Solana пробила новый исторический максимум, и уровень в $300 уже не за горами. Главными катализаторами для Solana, точно так же, как и для XRP, выступает предстоящий ход Генслера, что сильно увеличивает шансы на запуск спотовых ETF. Заявки в SEC уже подали 21 Shares, Canary Capital, VanEck и Bitwise, а на этой неделе компания Grayscale подала заявку на конвертацию Trust фонда в спотовый Solana ETF по принципу с биткоином и эфиром. Для общего понимания, Trust фонд Grayscale был запущен в 2021 году. Согласно заявке компании, это крупнейший продукт на базе монеты с общим объемом активов, который оценивается в $134 миллиона, а спотовый ETF позволит большим фондам, как например BlackRock, инвестировать огромные деньги в Solana, причем вероятность одобрения таких ETF с каждым днем растет. Аналитик Bloomberg ETF Джеймс Сейфорд сообщил, что крайний срок одобрения этих заявок приходится на август следующего года. Также президент ETF Store Нейт Джерачи заявил: «Я считаю весьма вероятным, что ETF Solana будут одобрены не позднее конца следующего года». А вот гендиректор компании Prime Digital Александр Блюм сказал следующее: «Они не стали бы на это тратить свои деньги и время, если бы не были уверены в одобрении. Возможность как для компаний, так и для розничных инвесторов получать доступ к криптовалюте через ETF, также через регулируемые традиционные финансы, которые торгуются в банках и на биржах, открывает пулы капитала, которых раньше не было». И он считает, что успех биткоин и эфириум ETF в сочетании с прокриптовалютной администрацией Трампа и нормативной средой приведут к появлению Solana ETF в течение следующего года. Также глава исследований цифровых активов VanEck сказал: SEC под руководством Генслера нарушила давнюю традицию процесса, основанного на правилах, и регулирования посредством принудительного исполнения. Возврат к обычной системе, основанной на раскрытии информации, создаст возможности для большого количества инноваций в этой сфере. Я думаю, что вероятность того, что к концу следующего года начнут торговаться Solana ETF, очень высокая. То есть, как вы можете заметить, ведущие аналитики, которые напрямую связаны с рынком ETF в США, единогласно поддерживают одобрение Solana ETF в следующем году, что также повышает шансы на запуск ETF XRP. И пока сейчас цена Solana застопорилась и консолидируется, это является отличной возможностью добавить ее к себе в портфель. В прошлых роликах я вам говорил об этих уровнях, но цена получила сильное сопротивление выше уровня $250. Именно поэтому я всегда советую вам покупать частями, ведь бывает и такое, что цена не сразу идет вверх. Поэтому сейчас можно рассмотреть вот этот диапазон и линию 50-дневный EMI, ведь потенциал на рост остается очень высоким. А закрывает наш сегодняшний топ монета, которая успела вырасти более чем на 500% после нашего видео, которое выходило в августе, и это SUI. И давайте я расскажу, почему же эта монета до сих пор сохраняет такой высокий потенциал на рост. Во-первых, на днях разработчики SUI предоставили функцию стейкинга биткоина, которая должна быть запущена уже в декабре. Таким образом, холдеры биткоина смогут напрямую размещать свои монеты на блокчейне SUI с помощью протокола Babylon Staking. Этот альянс призван разблокировать ликвидность биткоина на сумму в $1,8 триллиона, что станет важным шагом на пути к повышению совместимости активов. LBTC, это ликвидный стаб-токен, будет играть важную роль в экосистеме DeFi SUI, позволяя кредитовать, заимствовать и торговать. Таким образом, пользователи, размещающие в сети свои биткоины, будут
получать вознаграждение в токенах LBTC, а с другой стороны, компания Cubist разрабатывает специальную программу для перевода биткоина в SUI. В частности, Cubist обеспечивает безопасность и производительность высшего уровня для депозитов, майнинга и стейкинга. Глава отдела развития экосистемы SUI Foundation заявил, приход биткоина в SUI – это совпадение. Биткоин теперь является жизненно важным компонентом процветающей финансовой экосистемы, в которой могут принимать участие пользователи из разных блокчейнов. А также объявление о стейкинге биткоина последовало за анонсом партнерства SUI с большим фондом Franklin Templeton. Помимо интеграции блокчейна, сеть SUI зафиксировала рост экосистемы. Например, в сети было зафиксировано более 35 миллионов активных пользователей, а общий объем торгов на DEX превысил 32 миллиарда долларов. Сейчас уровень $4 оказывает сильное сопротивление, в то время как поддержка находится около уровня $3. Таким образом, самым подходящим вариантом станет покупка на ключевых линиях поддержки, которые находятся на 20 и 50 EMI, что усилит потенциал на рост выше $4 уже в декабре. Что ж, вот такие перспективные монеты попали в топ на декабрь. Все они имеют высокий потенциал на продолжение роста и обязательно должны быть в вашем портфеле, ведь это хорошие базовые монеты. Но если вы желаете вторую часть топа, где мы уже будем разбирать менее капитализированные токены с потенциалом до 10 иксов, обязательно ставьте лайки. Также не забудьте подписаться на Telegram, где мы также делимся перспективными монетами. Жмите колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики, и скоро увидимся. Всем желаю удачи, до скорых встреч.